Наруто наконец-то вытащили из непонятного горшка, в котором его запечатал Джиген. Правда, наш усатый друг сейчас без сознания, но он жив, а это самое главное. Очень мощный и жестокий бой в 207 серии. Долгожданное пробуждение у Оцуцуки Момошики и трехтомойный шаринган Сарады. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о 207 серии и о будущих интересных событиях, которые нас ожидают в аниме Боруто. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ на лбу Гаары в предпоследнем ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Бьякуган и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Бой новой команды 7 против сектанта Боро продолжается, и он, как и почти все антагонисты, выпендривается, что его никто не сможет победить. Сейчас я создание, что выше всех людишек. Вам, шиноби, в жизни меня не одолеть. Но итог всегда один. Как ты посмела? Очень странно, что Боро никак не воспринимает всерьез Наруто. Тот же Джиген, который является лидером Кары и по факту сильнейший в этой организации, считал его одной из главных проблем. А какой-то там сектант, который выделяется лишь своей регенерацией, над ним насмехается. Но вступил бы Боро в бой с Наруто, то он бы свое ядро, которое отвечает за его регенерацию, быстро бы потерял. Но он сражался с генинами, хотя даже им он слил свое ядро. Если говорить вкратце, то чем-то таким особенным меня Боро не удивил совсем. Он владеет 3 природными элементами – водой, огнем и землей. А также он может комбинировать 2 последних элемента и создавать улучшенный геном стихию лавы. И мне нравится, что Боро использует хоть какие-то техники, а не только научное приспособление, которое внедрил в него Амадо. Все же вселенная Наруто – это в первую очередь какие-то крутые индивидуальные способности и техники, а не ниндзяты, которые сейчас доминируют в Боруто. Ключевой техникой Боро является Курои Моя. Это тот вирус в виде тумана, вдохнув который враг подвергается параличу, а соответственно он не может двигаться. Но на самого Боро этот ядовитый туман действовать не будет, так как в его крови находятся антитела, которые служат как иммунитет. Но это одновременно и главная слабость этой техники, ведь враг также может получить эти антитела из тела Боро. К этому, кстати, догадался сам Мицуки. Он сразу начал детально анализировать технику сектанта и понял, что это всего лишь вирус. Поэтому он взял его кровь и в своем теле сразу же создал антитела, которые внедрил в тело Боруто и компании. То есть, если бы не Мицуки, то все они бы погибли от этого вируса. Также я уже упоминал о регенерации Боро. Она работает за счет ядра, которое расположено в его теле. Но особенность этого ядра заключается в том, что Боро может перемещать его в любой участок своего тела с помощью ручных печатей. То есть, если его атакуют какой-то масштабной техникой, то он сразу же перемещает свое ядро в тот участок тела, который не заденет атака. Также обычный шиноби не сможет увидеть ни самого ядра, ни то, как он перемещается по телу сектанта. Для этого нужно владеть как минимум шаринганом, но лучше всего подойдет Бьякуган. Он четко будет видеть, где именно оно находится в определенный момент. Также, чтобы его уничтожить, нужно нанести атаку на большой скорости, чтобы сектант не смог сложить ручные печати. Поэтому единственный, или точнее сказать единственная, кто смогла уничтожить это ядро, это конечно же Сарада с помощью Чидори и шарингана. И это ей отлично удалось. Но без Боруто этого возможно и не произошло бы, ведь он отлично отвлек Боро, и Сарада смогла врасплох нанести ему по факту решающий удар, после чего произошло вот это. Но вернемся к Сараде. Все ожидали увидеть в 207 серии пробуждение ее 3-го томоэ, ведь именно в манге у нее уже 3-томойный шаринган. Но как ни странно, этого не произошло. Хотя, честно говоря, я сильно и не удивлен, ведь экранизация аниме уже не впервые стружит какие-то свои поправки в каноне. То убрали момент, где Наруто использовал режим Мудреца 6 путей в доме Наруто, чтобы напугать Каваки. Но он увидел его в этом режиме в первой же их встрече. Хотя в манге этот момент был намного круче, нежели эта жалкая пародия в аниме.
Здесь даже внешний вид Наруто в этом режиме отличается от того, что показан в манге. И как ни странно, в манге он также выглядит круче. Теперь же в манге показали трехтомойный Шаринган Сарады, а в аниме он по-прежнему имеет лишь 2 томоя. Понятно, что это сделано для того, чтобы влепить несколько филлеров, ведь сейчас активно идет экранизация манги. Почти каждая новая серия это канон, но скажу сразу, филлеров много не будет. Да и это будут больше дополнения к манге, а не филлеры, ведь сейчас все события очень тесно связаны между собой. Сейчас в районе 10 серий начнется битва Кашина Коджи против Джигена, а там уже точно филлеров не будет, поэтому в этом году нас ждет еще много чего интересного. И если говорить о Шарингане Сарады, то в ближайшее время, по идее, она должна получить свой долгожданный трехтомойный Шаринган. А теперь возвращаемся обратно к 207 серии. Она отличается от всех серий Боруто тем, что здесь действительно было много жестокости. После того, как Сарада уничтожила ядро, сектант Боро перестал контролировать свое тело и стал невероятно большим. В то время как с ним непонятно, что происходит, команда 7 пошла спасать Наруто, и им это удалось, но он, к сожалению, на данный момент без сознания. Однако, я уже говорил, главное, что он остался жив. Потерять сознание в мире Наруто это не так уж и страшно, но страшно то, что происходило дальше. Вы просто посмотрите, что гигант Боро сделал с Мицуки. Он его просто раздавил, и честно говоря, я не понимаю, как после этого можно выжить. Но дальше еще жестче, он просто всей своей массой начал убивать Боруто. И вот здесь уже точно непонятно, как после таких ударов можно вообще выжить. Однако без этих чудовищных ударов сектанта, момента которого все очень долго ждали, могло бы и не быть. Ведь Боруто почти остался без чакры, а это значит, что Момошики возьмет под контроль его тело. А дальше уже будет настоящее мясо. Бурушики будет просто пинать эту тушу как футбольный мяч, а дальше он пойдет и поглотит немного чакры у Наруто. Но немного, ведь если переборщить с поглощением, то Боруто сможет прийти в себя. Хотя Момошики не нужно сейчас брать под контроль его тело. Сейчас его цель убить сектанта Боро, который чуть и не убил его сосуд. Затем он опять попинает его как огромный мяч, и завершающей его атакой будет огромнейший Расенган, который просто сотрет в порошок тело Боро. После этого Боруто снова придет в себя, и они с Наруто вернутся обратно в Коноху. Честно говоря, сам Боро как персонаж мне не понравился совсем. Нету в нем чего-то такого особенного, как это было в персонажах Наруто с той же организацией Акацуки. И это из-за того, что нам детально показывали историю почти всех персонажей. Мы знали, что они пережили и почему стали на сторону зла. А в Боруто почти никого не раскрывают. Возможно, это сделают в будущем, ведь Боро еще будет упоминаться в дальнейших событиях. Однако, на данный момент он мне не понравился совсем. Также хочу сказать, что по канону дальше нас ждет сражение Кашина Коджи и Джигена. И в теории этот бой должен быть очень эпичным. По крайней мере, так есть в манге. Посмотрим, как этот бой будет экранизирован в аниме, ведь ждать осталось совсем недолго. Делитесь своим мнением насчет Боро и 207 серии в комментариях. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.